Добро пожаловать на канал Рецепты из тетради. Сегодня я предлагаю приготовить заварную творожную паску 3 шоколада, которая всегда получается невероятно сливочной, в меру сладкой и очень шоколадной. Несмотря на эффектный вид, готовится она достаточно просто и из самых доступных продуктов. Полный перечень ингредиентов, а также краткую инструкцию по приготовлению вы, как всегда, найдете в описании под видео. Первый и самый главный секрет вкусной творожной паски – это 500 граммов качественного творога, в идеале домашнего или самого жирного магазинного. Чтобы паска получилась максимально нежной, настойчиво рекомендую творог сначала протереть через сито, даже если вы до этого всегда перетирали его только с помощью погружного блендера. Именно это позволит вам сделать текстуру паски кремовой и шелковистой. Кстати, из творога средней жирности тоже можно приготовить вкусную паску, но ее текстура будет менее кремовая. Когда творог подготовлен, берем 100 граммов сливочного масла, которое необходимо растопить. Растопленное масло мы отставляем в сторону, чтобы оно остыло. А пока масло остывает, в протертый творог добавляем от 80 до 100 граммов сахара и 150 граммов сметаны. Сметану, как и творог, лучше всего использовать жирную, в идеале домашнюю, но подойдет и магазинная. Теперь нам понадобится 4 яйца, у меня категории S0. Вернее, нам понадобятся только желтки, поэтому отделяем желтки от белков и добавляем их сразу в творожную массу. Белки в этом рецепте нам не нужны, поэтому убираем их в холодильник. А теперь берем погружной блендер и начинаем пробивать массу до полной однородности. Нам нужно добиться состояния нежного крема, в котором не будет ни одного комочка. Когда масса стала гладкой и однородной, вливаем в нее растопленное сливочное масло, которое к этому времени как раз остыло. И снова пробиваем творожную массу погружным блендером, добиваясь максимальной однородности. Если вас не смущает наличие сырых желтков в паске, то следующий этап вы можете пропустить. Меня сырые желтки не смущают, но мне в принципе больше нравится заварная паска. Поэтому получившуюся творожную массу я перекладываю в кастрюлю с толстым дном. Затем ставлю кастрюлю на плиту, устанавливаю средний уровень нагрева и при постоянном помешивании нагреваю массу до 60-70 градусов. Если нет градусника, ориентируйтесь на внешний признак. Как только над кастрюлей появится первый пар, сразу же выключайте нагрев. Массу ни в коем случае нельзя нагревать выше 70 градусов, иначе желтки могут свернуться. Поэтому не отвлекаемся от заваривания творожной массы ни на минуту и не забываем время от времени снимать творожную массу со стенок кастрюли. Готовую творожную массу снимаем с огня и даем ей немного, буквально 5-10 минут постоять. В это время можно подготовить 3 емкости для того, чтобы разделить творожную массу на 3 части. Для этого лучше всего использовать весы, иначе слои могут оказаться непропорциональными. В первую миску отмеряем примерно 350-390 граммов массы. Во вторую 200-230 граммов. В третью 160-180 граммов. В итоге у вас должно получиться 3 вот такие мисочки с творожной массой. Теперь нам нужно подготовить 3 вида шоколада, которые необходимо растопить. Черного шоколада нам понадобится 70-80 граммов. И его мы добавляем в самую большую часть творожной массы, а затем тщательно перемешиваем до однородности. Белого шоколада нам понадобится около 30-40 граммов, и его мы добавляем в самую меньшую часть творожной массы и также тщательно перемешиваем до однородности. Молочного шоколада нам понадобится около 50-60 граммов, и его, как несложно догадаться, мы добавляем в оставшуюся часть творожной массы, а затем перемешиваем до однородности. Когда все 3 шоколадные массы готовы, подготовим форму для творожных пасок. Для сборки нам понадобится специальная форма – пасочница. У меня форма размером 11 см в широкой части и 5 см в узкой части. Высота формы у меня 12 см. Устанавливаем ее на тарелку или в глубокую миску узкой частью вниз. Форму необходимо выстелить марлей, сложенной в 2-3 слоя. Начинаем заполнять форму слоями. Первым слоем идет творожная масса с белым шоколадом. Это будет верхушкой нашей паски.
Вторым слоем выкладываем массу с молочным шоколадом. Если выкладывать слои аккуратно, то и их переход в готовой паске получится более аккуратным. В последнюю очередь выкладываем творожную массу с черным шоколадом. Отмечу, что эта масса получается самой густой, поэтому ее необходимо выкладывать особенно аккуратно. Накрываем основание паски свисающими краями марли и оставляем ее на столе до полного остывания. Когда паска остынет, можно продолжить с ней работу. Поскольку у меня форма буквально на 1-2 см короче, чем нужно, я продлила ее с помощью фольгированного картона. Это гарантирует мне, что верх паски не развалится под тяжестью груза, который нам нужно будет установить. А еще рекомендую установить форму с паской на решетку, чтобы не усложнять себе жизнь необходимостью периодически сливать из тарелки выделившуюся сыворотку. Форму с установленным на творожной массе грузом отправляем в холодильник на 24 часа. У меня прошли сутки, и моя творожная паска уже уплотнилась и созрела. Кстати, как вы видите, сыворотки из нее выделилось достаточно много. Перекладываем паску на тарелку таким образом, чтобы слой с черным шоколадом оказался снизу. И украшаем ее по своему усмотрению. Я решила использовать для этого растопленный молочный шоколад, смешанный с капелькой растительного масла, чтобы застывший шоколад оставался мягким и пластичным. Если вы не хотите, чтобы у вас получилось так много подтеков, дождитесь, когда шоколад немного остынет и загустеет, или не добавляйте в него растительное масло. Несмотря на то, что паска кажется монолитной, она получается очень нежной, но при этом достаточно плотной. Но самое главное – это вкус. Эта паска не похожа на классическую творожную. По структуре она напоминает нежнейший бархатный мусс или дорогой шоколадный трюфель. Как я уже говорила, она невероятно плотная, но при этом моментально тает во рту, оставляя богатое сливочное послевкусие. Белый шоколад дает легкую карамельную нотку, молочный – классическую сладость, а черный добавляет благородную горчинку и глубину. Обязательно приготовьте такую творожную паску. Я уверена, что у всех любителей шоколада этот рецепт займет достойное место в тетрадке с рецептами. Не забывайте ставить лайки, если вам понравился этот рецепт. И, конечно же, подписывайтесь. У меня в тетрадке еще много вкусных и интересных рецептов, которыми я с радостью поделюсь. Мира всем нам, здоровья и чистого неба над головой. Берегите себя и своих близких. Приятного аппетита и до новых встреч!